Здорово, дорогие друзья! Вы знаете, какие кино иностранцы смотрят? В этом ролике я с вами поделюсь, какие российские и даже советские кино я лично посмотрел. Меня очень сильно понравилось. Давайте, поехали. Меня зовут Эпан Дзехе. Когда я приехал в Россию, я начал учить русский язык. Мне очень было сложно. Я ничего не понимаю. Я стараюсь учить, мне ничего не идет, как я хочу. Вот учительница нам говорит, давай нужно практиковать русский язык. Просто так с учебника русский язык не могу выучить. Надо практиковать, надо заниматься, практика русский язык. Я так, она рекомендовала нам смотреть российские фильмы. Но тогда я не знаю, какой смотреть. У меня все друзья были иностранцы. Я не знаю, какой начинать. Я не знаю, с какой фильм начинать. И я начал искать в интернете. Попал в этот сериал, мелодрам, называется «Папина дочка». Я пытался смотреть и вообще ничего не понял. Ничего. Я смотрю, я даже субтитры постарался поставить на английском. Все равно я не мог понимать. Я такой говорю, еще раз. Я пока оставил. И через 6 месяцев я еще раз попробовал искать фильм. И попал в один очень хороший фильм, где играл Игорь Соколовский. Мне этот фильм очень понравился. Этот фильм называется «Мажор». В этом фильме Игорь Соколовский, он был ребенок очень богатый человек. Он играл его жизни постоянно в клубе, его ничего не интересовался. Один раз его папа говорил ему, надо заработать. И он не знал, чем заработать. И его папа предлагал через его связи, его поставить как полицейский. Когда его поставили полицейский, где он работал, никто вообще его не любил там, потому что они все знали, что он ребенок богатый человек. Они думали, что он тут придет, он ничего хорошего не сделает, но оказывается, он очень талантливый был. И он помог, он использовал, он помог там найти какие-то там бандиты, которые они искали. И он потихоньку им начал понравиться. Но здесь один из моих самых любимых час, это где, когда они хотели ехать где-то там кого-то смотреть, машины не были, там полицейские машины были на ремонте, даже его личная машина не работала. Он притащил как называется по-русски? Helicopter. Как будет helicopter по-русски? Вертолет. Он притащил вертолет. И вертолет их повез там сразу и быстро, куда они хотели ехать. Понимаете, это для обычных полицейских это не как. Но когда работаешь с сыном богатого человека, у тебя такие плюсы сразу. Меня это очень смешно и очень интересно было. Но из этого сериала там длинный, мне кажется, 8 сезонов. Самый интересный человек там это Евгения. Это мой любимый человек. Евгения вообще. Потом он вначале не любил Соколовский. А потом он начал понять, что надо быть богатым. Он спросил Соколовский, как я могу быть богатым? Соколовский говорит, я тебе научу. Соколовский ему помог найти девушку, помог ему заработать деньги, помог ему... Вообще они начали... Даже он один раз попробовал машина Соколовский, так, чуть-чуть садится за руль, и через метры он уже машину, мусорку отломал. Он говорит, он очень смешно, меня очень нравится этот Евгений. И даже именно за него я смотрел весь фильм до конца. И, кстати, даже есть очень интересный час, когда они уже начали играть с Евгением, уже попросить Соколовский, как он стал таким, как может быть как он. И Соколовский сказал, он его поможет быть как он. И давай посмотрим, как он сделал, чтобы Евгений стал крутым. Давайте посмотрим. На тест-драйв дашь? На вечер. Девчонок кадрить. Зришь, корень. Скажешь, когда надо будет. Можно я сейчас попробую? Что попробуешь? Прокатиться. А?
Хоть живой. Слушай, ну, тачка у тебя, конечно, шустрая. Я чуть-чуть на педаль, она как рванет. Не парься. Святой человек. Ну, ты куда? В дом еще? Я в дом. Игорь? Ну вот как. Он вообще вначале старался очень плохо. Старался очень сильно, чтобы поменять его жизнь. Он к этому уровню жизни, стиль жизни вообще не был привык. Но мне очень нравится, как он все равно играл эту роль. И в конце концов он стал таким крутым тоже в конце, как Соколовский. И вот меня из-за этого очень нравится этот фильм, этот сериал. Вот. И вот «Мажор» был мой первый фильм, который я смотрел в России. Это было уже, когда у меня уже был год в России. Вот тогда уже у меня появились уже знакомые. Я начал у них спросить, какие фильмы еще можно смотреть. Они потом меня порекомендовали «Кавказская пленница». И это был следующий фильм, который я посмотрел. Это на самом деле это советский фильм. Мне очень понравился, потому что это очень смешно. Там очень был такой парень, называли его Шурик, да. Он был студент, он приехал в Кавказ, чтобы учить кавказскую культуру, да. И там его начали учить, как тост делать, как там свадьба делать, как можно украсть невеста. Вот это было очень смешно. Мне очень понравился такой момент, это когда он тост начал учить. Его там очень главный тост, который мне понравился, который где говорят, я не знаю, давайте посмотрим, как этот тост, где говорили, как чтобы возможности совпадали с желанием. Это давай посмотрим, очень интересно. Цель приезда? Этнографическая экспедиция. Понятно. Нефть ищете? Не совсем. Я ищу фольклор. А? Я буду вас записывать старинные сказки, легенды, тосты. Тосты! Дорогой, тебе исключительно повезло. Я тебе помогу. Что это? Тебе нужен тост? Да. А тост без вина – это все равно, что брачная ночь без невесты. Нет, я же не пью. А я пью. Что тут пить? Вы меня не так поняли. Я совершенно не пью. Понимаете? Не имею физической возможности. Вот по этому поводу первый тост. Тост, сейчас пишу. Потом запишешь. Бери стакан. Мой прадед говорит, имею желание купить дом, но не имею возможности. Имею возможность купить козу, но не имею желания. Да. Так выпьем за то, чтобы наши желания всегда совпадали с нашими возможностями. Это самый любимый час. Это мой вообще. С этого дня, когда мы сейчас где-то сидим с друзьями, как это тост делаем, это всегда мой тост. Чтобы наши желания совпали с нашими возможностями всегда. Вот. Поэтому у меня этот фильм, вот самый час, который я запомнил почти из этого фильма. Но еще в этом фильме есть очень интересный факт. Когда он начал играть Нину. Нина, ну, такая девушка там была. Красавица, комсомольская, спортсменка. Короче, очень все хотели ее. Вот. И вот невеста не хотела, чтобы выйти замуж за кого-то. Вот и Шурику пригласили украсть невеста. Типа он участвует в настоящий традиционный фольклор, который он пришел учить. На самом деле он не знал, что он там, по сути, пошел реально украсть невеста. А только потом, когда он понял, что на самом деле эта девушка не хотела выйти замуж, он обратно хотел это все переделать. Короче, пойти и освободить эту девушку. Но главный часть это то, что как он украл. Давайте посмотрим, как он украл эту невесту. Товарищ Шурик, самое главное, Нина просила, чтобы это сделали именно вы. Нина сама просила? Очень.
Ну что ж, передайте Нине, что я согласен. До свидания. Но учтите, обычай требует, чтобы все было натурально. Никто ничего не знает. Невеста будет сопротивляться, брыкаться, даже кусаться, звать милицию, кричать: «Я буду жаловаться в обком». Но вы не обращайте внимания. Это старинный, красивый обычай. Я понимаю. Не волнуйтесь. Все будет натурально. До свидания. До свидания. Ай-яй-яй. И вот так он пошел, помог им украсть невесту. А на самом деле невеста не хотела, чтобы его украли. И он не знал, он же не знал, он же пришел учить этот фольклор, традиционный обычай Кавказа. И вот бедный парень, бедный Шурик. Но очень смешно. И вот следующее, это бриллиантовая рука. Тоже меня рекомендовали мои друзья, когда я уже начал дружить с русскими людьми, российскими друзьями. Они мне рекомендовали смотреть бриллиантовая рука. Бриллиантовая рука это очень тоже смешный такой комедий, где играл один из самых моих любимых советских актеров. Он там играл в имя Семен Семенович. В этом фильме Семен Семенович, он был очень такой трудолюбивый человек, семейный человек. Вот он выиграл путевку, тогда еще ехать за границу, там на круизе туда. И там путевка была в какой стране, я не знаю. Ну, короче, он выиграл путевку, он собрался ехать с друзьями. Они ездили, и он прилетел и попал в неловкую ситуацию, где он должен быть помогать, так сказать. Даже не по его желанию, он должен быть, как сказать, контрабанду привезти обратно в Советский Союз. То есть тогда же нельзя было. А сейчас он пошел туда, он там один пацан, который на самом деле он был контрабандист. То есть у него был план поехать туда, привезти эти бриллианты и привезти в Советский Союз и продавать, и что там делать, он не знал. Но вот Семен Семенович начал с этим пацан ходить. Этот пацан пытался его вот так убрать. Короче, он потерялся даже, Семен Семенович. Потерялся и попал где-то, и чуть-чуть неловко он говорит: «Что побери». И вот он не понимает, что происходит. И вот, давай посмотрим, мне этот час очень нравится, давай посмотрим, как это было все. И здесь, когда он попал в контрабандисты. Гражданочка. Черт побери! Черт побери! Черт побери! Черт побери! Откат, не бьем тихо! Ну что? Михаил Светлов? Да. Сидчикова. Черт побери! Черт побери! Черт побери! Черт побери! Это номером. Что с ним? Вот так он попал, и вот так его завязали в контрабанде в руках, гипс поставили, и вот уже он же не знал, что он просто упал, как настоящему. А вот настоящий контрабандист пришел, и что с ним случилось? Давай посмотрим. Черт побери! Черт побери! Черт побери! Михаил Светлов! Михаил Светлов! Тигель! Тигель! Черт побери! Абсолютно! Вот настоящий контрабандист.
Черт побери! Он даже акцент поменял. Черт побери! Черт побери. Черт побери! Вот кальсмен. Бланшемиков. Да. Руссо. Рус. Михаил Светлов. Михаил Светлов, это я. Тоже ничего не понимаю. Очень смешно, очень смешно. Но самый такой популярный и самый смешный момент, это когда он сам, этот Семен Семенович, он сам понял, что он попал в этот групп контрабандист, он сам лично пошел в полицейский. Там вот он спрашивает сам полицейский, сейчас что теперь дальше делать? Давай посмотрим, что полицейский ему сказал. Товарищ капитан, да. Ну что же мне теперь делать? Да ничего, отдыхайте, танцуйте, веселитесь. Только прошу вас, о контрабанде никому ни слова. Да, меня же будут спрашивать, что с рукой. А вы говорите, поскользнулся, упал. Ба. Закрытый перелом. Очнулся. Потерял сознание, Очнулся. очнулся. Гипс. Гипс. Поскользнулся. Упал. Ба. Закрытый перелом. Потерял сознание, очнулся. Гипс. Правильно. Да. А про это я сообщу куда следует. Этот час вообще самый смешный час. Я этот час первый раз посмотрел в интернете где-то тоже. Потом она где-то популярна была в рейсе, где-то в контакте, что ли. Очнулся, упал, закрытый перелом, очнулся, гипс. Никто не понимает, что такое. И следующий фильм – это «Ирония судьбы». Я этот фильм смотрел где-то через 2 года проживания в России. У меня уже были российские друзья. Так мы смотрели это на Новый год, 31 декабря. Мы сидели за столом, мы ждали Новый год, мы ждали речь президента. И вот друзья поставили фильм. Я так понимаю, они этот фильм смотрят каждый Новый год. То есть каждый 31 декабря у них такая традиция смотреть «Иронию судьбы». Я не знал, это первый раз я сижу и я смотрю. И в этом фильме был такой пацан, мужик, мужик. И его зовут Женя. И на Новый год его друзья приглашают там в баню идти. И там он сначала не хотел, у него там невеста, как бы еще этот. Но на самом деле, в конце концов, он решил, он пошел в баню с друзьями. Мыться, но и там тоже они тоже пили. Они так бухали. И наконец-то они все в этот баню все пьяные стали. И кто-то должен был в аэропорт ехать. Короче, они все собрали и поехали в аэропорту. Но в аэропорту они уже все забыли, кто на самом деле едет. Потому что они были в Москве, кто-то должен был ехать в Петербурге. Они не знали, кто вообще на самом деле едет. И там один пацан, один мужик, очень, как сказать, смешно сказал, что это Женя в итоге ездит. На самом деле не Женя. Давай посмотрим, как он решил, какая у него была логика, когда он собрался, Женя отправил в самолете в Москву. Мы в бане пили за что? За Лукашина. Потому что он женится. У тебя поразительная память. Сейчас не об этом. Значит, Женя летит в Ленинград на собственную свадьбу. И он сам бы об этом сказал, если бы его не развезло от усталости. Подожди. Свадьбу. Он сказал, что он познакомился с своей невестой в поликлинике, когда она пришла к нему на прием. Хорошо. Я тебе отвечу. Это значит что? Что? Это значит, что она приезжала в Москву в командировку. Железная логика. Железная логика. Внимание, внимание. Заканчивается посадка в самолет Ту-134. Следующий рейс 390. Аккуратнее. И вот они решили, что вместо Павла это Лукашенко едет в Питер. И вот взяли Лукашенко, посадили в самолеты, и вот он полетел в Питер. Прилетел в Питер, он пьяный еще до сих пор пьяный. Он даже не замечает, что он в другой город. И вот заказывает такси, дает его адрес там, какие-то квартиры, я не помню.
потому что я давно смотрел. И вот поехал там, та же улица, та же номер квартира, та же дом и та же подъезд. Он туда, его такси туда оставил, он зашел в подъезд, зашел в лифте и открыл квартиру, дверь квартиру. И зашел в Питере, квартиру чужой человек, а не его квартира. Сел и лег на кровати и начал спать. И вот через несколько время приходит настоящий хозяин квартиры. Она открывает дверь, сначала удивляется, что там что-то поменялось, и находит чужой человек на кровати. Она не понимает, что ты тут делаешь, он сам не понимает, что она тут делает. Он думает, что он у него в квартире в Москве. Она не понимает, что он у нее делает в квартире. И вот они пытаются спориться, тут доказывают, другой доказывает, вообще чали там базар. И оказывается, она ждала, у нее жених дома, она ждала. И вот как его зовут там, метрополит, у него такое смешное имя. И вот, и он, время приходит, он стучит за дверью, и она открывает. Она не знает, как его объяснить, что у нее дома чужой мужика. И вот она начинает говорить, ну давай, что-то случилось здесь. И он не понимает. И она показывает и пытается его объяснить, давай посмотрим, как это прошло. Но я сам знаю, что в этом случае я тоже не поверил. Тем более, он лежал на ее кровати еще полгоден. Он же штаны убрал, и все остальное. Значит, даже если человек нормальный в этом случае не поверит, что это история. Он сразу подумает, что она изменяет. Давай посмотрим. Очень смешно ситуация. Ипполит, я должна тебе кое-что сообщить. Что? В это невозможно поверить. Ипполит, вот, Ипполит. Ты умрешь со смеху. Короче говоря, я прихожу домой, а на моей тахте спит посторонний мужчина. Ты знаешь, я не могла его разбудить. Я поливала его из чайника. Так. Ипполит, я тебя умоляю. С наступающим вас не доведите себя прилично, что Ипполит, вы. я прошу тебя. Ну что ж, ты мне приготовила отличный подарок. Спасибо. Нет, ради бога, я вам сейчас все объясню. Она тут ни при чем. Ни при чем. Это я во всем оказался. Мне бы хотелось узнать одну маленькую деталь. Так, из любопытства. Узнавайте. Кто это? Где? Я его не знаю. Это посторонний Это совсем незнакомый мужчина. мужчина. Как он сюда попал? Это невероятное совпадение. Вот, невероятно. Он тоже живет. 3-я улица. Строители. 25. 25. Квартира 12. 12. Но только в Москве. В Москве я живу. Это что? Где? А это мои штаны. Ой, я... 3-я улица, квартира 12, в Москве. Но я так понимаю, тогда в Советский Союз все квартиры, в разных городах назвали все квартиры по-одинаковыми. Значит, в Москве и в Питере были улицы строительства. Еще были дома, такие же, как сказать, архитектура, такие же номер дома, такие же квартиры. И вот можно было легко попутать. Даже сейчас я понимаю, что они почти одинаковые, потому что все города, мне кажется, есть улица Карла Маркса. Понимаешь? Поэтому можно, если не привык в городе, и тем более если ты пьяный, можно очень легко перепутать. Но этот фильм мне очень понравился, потому что это было очень смешно. И Ипполит там вообще, он не понимает. И самое смешно, в конце концов, этот Женя с этой девушкой, в конце концов, они так влюбились в этот, проводили Новый год вместе, и влюбились, и так сильно, что они... Я даже не понимаю. Потому что это, какая-то ирония, поэтому называется ирония судьба. Но это очень смешно, очень невероятный фильм, мне очень сильно понравился. И следующий фильм это «Москва слезам не верит». Этот фильм, конечно, для меня, я думаю, что это очень-очень грустный фильм. Потому что, то, что мне нравится этот фильм, то, что я вижу себя в общаге. Потому что в этом фильме там были 2 девчонки.
Они приехали из деревни в город в Москве, там учиться в университете. Они жили в общаге. Там Тося, Людя и одна еще, как ее зовут, Катя. Короче, Катя была такая хорошая, трудолюбивая, работа там в заводе, там заработала. И там Тося простая, там деревенная, она большие мечты не хотела, она просто хотела отучиться, а потом обратно в деревне, там жениться, дом строить и все. Простой жизни особо. Но были там люди. Одна из такая девушка, как сказать, у нее большие амбиции были. Она мечтала о большой, она готова была для этого все делать, даже хорошего и плохого. Она же такая показуха, любила там обманывать, то, что она такая крутая, на самом деле не крутая. Короче, этот фильм, это меня напоминает жизнь в общаге. Мне кажется, это настоящая история. Потому что, когда я жил в общаге, такие же, практически почти такие же люди были вокруг. Понимаете? И я мог видеть меня в общаге через этот фильм с этими девчонками. И вот меня очень... Они там ошибались, там много, ну, там молодежи, там Катя в итоге, Селюдя, там какие-то истории придумали. Там квартиру у кого-то, у родственников Кати брали, там пригласили друзей пати, вечеринка устроили. И в итоге с этой вечеринки они парней нашли. И вот этот Катя забеременела. И этот мужчина, он не хотел с ней как бы отношения делать, он не был готов семью заводить. И он отказался от ребенка. И вот меня нравится этот час, когда пришла мама, этот парень. Значит, здесь живет профессор Тихомиров? То, что она ей ответила, это меня очень нравится. Давайте посмотрим, Ой, что здрасте. она сказала ей. Добрый Мне вечер. этот час очень нравится, потому Здрасте. что Добрый вечер. это показывает то, что даже если... Давайте сначала посмотрим. Позвольте сесть? Пожалуйста. У меня с Родиком был очень серьезный, откровенный разговор. Он вас не любит. Это было увлечение. Кто в молодости не увлекался? Да, Слышал, его очень уважаю. разочаровали ваши аферы с этими профессорскими квартирами. Так что попрошу вас нам больше не звонить с вашими дурацкими угрозами. Я не звонила. Значит, по вашей просьбе звонят ваши подруги. Я никого не просила. Да, это звонила я. И не исключено, что я буду не только звонить, но и писать в организации, где работаете вы и ваш сын. Зло должно быть и будет наказано. А вы, по-видимому, Людмила, специалист по психиатрии, который временно работает на хлебозаводе. Да, ну и что? Вот и работайте. И поживите в общежитии. Я лично свое пожила в коммунальной квартире. Сейчас не те времена. Времена всегда одинаковые. Прежде чем что-то получить, нужно заслужить, заработать. Нас и так 4 в 2 комнатах. Нам не хватает только вас с вашим ребенком. Тут у вас не пройдет, вы не получите ни метра. Мне ничего не надо. Я вам обещаю, что никогда ни о чем вас просить не буду. Но единственное, чем я могу вам помочь, это вот. Спасибо. Я хорошо зарабатываю. Как угодно. И вот она именно сказала правильно. Но, конечно, они виноваты, то, что они там обманывали, там придумали какие-то истории, какие-то, которые неправильно. Просто потому, что они хотели показать себе такие крутые. Но все равно, мне нравится, потому что она брала за себе этот ответственность. Она брала себе ошибку, которую она совершила. И это показывает, что ну, как, серьезная девушка, серьезный человек. Даже если в жизни ошибаешься, надо с ответственностью за свои ошибки брать. Вот то, что мне в этом фильме нравится. Но на самом деле, этот фильм очень такая грустная. Но я тоже смотрел его в Новом годе. Другой Новый год, там, тоже сидели там. И вот фильм перепоставили как по традиции. Я тоже смотрел. Очень-очень такая грустная фильм, но хорошо сыграли актеры. И мне чуть-чуть нравится то, что там в общаге происходит, как они там жили. Очень смешно и очень такие хорошие тоже
напоминание про жизнь в общаге. И следующий фильм, конечно, это... Я недавно его смотрел, потому что это новый фильм. Потому что в интернете очень популярно стал. Это «Слово пацана». Я его смотрел совсем недавно. Для меня, когда я смотрел этот первый сериал, для меня это была очень такая... Что за фильм вообще? Что за бред? Что тут играет? Потому что я не понял. Потому что люди просто так друг друга избивали. За то, что волос не так растет, за то, что он не на тот улице прошел, за то, что он не на тот стул сел. Вообще просто так избивали друг друга. Я просто не понимаю, что за бред, что за фильм, почему такой фильм известно, почему такой агрессии везде. Я не понял. И особенно, когда они собрались в Москву, они просто так ехали в Москве, украсть у людей кроссовки. Я такой, блин. А что за фильм вообще? Зачем из Казани ехать в Москву, только чтобы у людей пальто, там, кроссовки, там, куртки забрать? Для меня вообще это не было понятно. Ну ладно, потому что фильм был очень популярный. Я старался и смотрел его дальше. Но где меня фильм стал чуть-чуть понятнее. Это уже когда вернулся какой-то, как его зовут, из армии, как его зовут, Вова, Адидас, да. Адидас его как там назвали, Виталий, Вова. И вот он пришел, меня более-менее фильм стал понятным, потому что я понял, что они в такие группировки собрались не потому, что они так сильно хотели там агрессией заниматься. Просто потому что тогда, в 90-х годах, как фильм был снят, мне кажется, и даже книга была написана на этот историю. И то, что тогда, в 90-х годах, нечего было заниматься, особенно молодые люди. Там СССР там почти уже в распаде пошел. И вот они для выживания в такие группировки собрали, потому что нужно было выживать. Там, потому что если не был час какой-то группировка, тебе могли просто так забрать вещи, деньги, у тебя бы не были такие, ничего ты не мог делать, потому что ты не состоишься из какой-то группировки. И чуть-чуть стало понятно, потому что я понимаю, что люди могут идти на такие шаги, когда нужно выживать. И вот я смотрел, слава богу, что в России сейчас такого нету, но я смотрел. И какой час мне больше нравится? Мне нравится час, когда Вова, где-то почти в 8-й сериал, он понимает, и он говорит этим пацанам, что они готовы. Давайте посмотрим, что он говорит им. Не тем мы занимаемся. Что-то не то делаем. Ух ты, чего? Все, пацаны. Дальше без меня. Ты что, сдаваться пойдешь? Не, уеду просто. Подожди, то есть как уеду? А улица как? Улица. Не тебе теперь. И вот прощался и собрался уехать. Давайте, пацаны, давайте. Но на самом деле он не успел уехать до конца. Но самый факт в том, что он понял, что они тут занимались. И когда я смотрел весь этот фильм, во все это время я так и понял, что они чем-то не занимались. Эта энергия, которую они были, эта сила, это желание развивать, это желание кем-то стать. У них там большие мечты были. Конечно, у кого-то там утюг хотел, как его этот. Ну, там большие мечты были, но ничем занимались. И мне очень понравилось, когда Вова наконец-то заметил и видел ясно, что ничем занимался. И решил как бы другой путь найти, или уехать куда-то, заново начинать с нуля. Мне это нравится. Но, кроме этого, другие места были, где что-то делали хорошо, что-то делали правильно. Например, как его зовут, там, почти главный актер, его могут назвать Палто. Когда ему нужна была помощь. Ему дали куртка, ему дали шапка. Мне это часто очень нравится. Давай посмотрим, что там было. Ты что опять голый бегаешь? Понимаете, менты пришли, забрали всех, маму, сестру. Я еле свалил от них. Назад пока не получится. Блин,
Куда их сказали? Мама в больницу, а сестру? Не знаю. Это приемник, скорее всего. Ладно, дайте пацану погреться. Лампа скинь свою и дуй в качалку, там тела гоморят. На наш масле. Бегом! Че я это все время? Кегли, у тебя волос до хрена. Согрею, давай. Все. Поживешь в качалке, пока с хатой не решится. Только не загадь ничего. Поймешь, что тебя не пасут, лезь через окно, откроешь там, ну, короче. Спасибо, пацаны. Спасибо. Все уже. Рассыпался в благодарности. Ты пацанов держись, а мента твоего мы нахрен сорвем в погоне. Все. Не дрейф. Вот. И меня эта часть очень нравится, потому что как бы все в фильме не было все агрессии, конечно, потому что были такие места, когда Порту реально нужна была помощь. И ему помогли, ему дали куртку, ему дали шапку. Это значит, что эти группировки на самом деле в самом дно, они как бы плохому не хотели общества. Я так понимаю, что нужны такие люди вокруг тебя в жизни, которые могут тебе поддерживать, когда тебе слабый, где все один помогают, и один помогают все. Один за все и все за одного. И это очень хорошо, нужно такие люди, такие друзья вокруг, чтобы выживать в этой жизни на самом деле. Потому что эта жизнь, это почти как сказать, не сказать война, но на самом деле это нелегко. Нужно одному, это сложно. Но то, что там они занимались не только этого, но и кроме этого еще воровство, там, агрессии. Вот. Но они помогали друг другу. Еще где-то они помогли его найти, сестра, когда сестра пропала. Это очень хорошо. Нужно такие друзья, нужны такие пацаны вокруг тебя, которые где могут друг друга поддерживать. Это хорошо. Но кроме этого, фильм, как сказать, для меня хорошо сняли. Из реальной истории, мне нравятся такие фильмы из реальной истории. Но то, что там агрессия, то, что там воровство, я так понимаю, что это не был их выбор, но это очень-очень сильно. Очень-очень сильно. Конечно, я раньше смотрел фильмы, где есть агрессия, где есть, борьба, но между пацанами, между молодыми людьми я еще не смотрел. И в этом фильме это очень-очень-очень жестко. Ну а так, для меня, я не бы сказал, что этот фильм очень-очень сильно хороший, но это неплохой фильм. И мне понравился вообще мне понравился. И вот это был последний фильм, который я смотрел из российского кино, который меня... Я другие еще смотрел, но эти вообще такие меня, которые больше всего нравятся. И если у тебя какие-то рекомендации, фильмы, которые мне нужно смотреть еще, которые было бы интересно, которые вы сами смотрели, напишите в комментариях, мне будет очень интересно посмотреть. Если вам понравились такие видео и хотите посмотреть другие, нажмите здесь. И чтобы не пропустить следующие видео, подпишитесь. До скорой встречи. Пока.